Самый сильный шторм в истории военно-морского флота США. Шторм обрушился 18 декабря 1944 года. Часть третьего флота адмирала Уильяма Хелси врезались в мощный Тихоокеанский тайфун к востоку от Филиппин. К моменту прохождения тропического циклона было потоплено 3 американских эсминца: Спенс ДД-512, Хал ДД-350 и Монаган ДД-354, при этом 775 членов их экипажа потеряны и только 91 спасен. Легкий авианосец Монтерей ЭКВ-26 во время шторма пострадал от серьезного пожара, потеряв 3 членов экипажа и 18 самолетов. Общие потери всех сил, включая 3 эсминца, 790 человек утонули и 146 самолетов, разбитых, смытых за борт или сброшенных за борт. 27 кораблей были повреждены, 11 нуждались в капитальном ремонте, включая Монтерей. Тайфун Кобра, также известный как тайфун 1944 года или тайфун Холси, названный в честь адмирала Уильяма Булл Холси, был обозначением ВМС США мощного тропического циклона, который обрушился на Тихоокеанский флот США в декабре 1944 года во время Второй мировой войны. Целевая группа действовала примерно в 300 милях к востоку от Лусона в Филиппинском море, совершая воздушные налеты на японские аэродромы на Филиппинах и пытаясь заправить свои корабли. Информация, предоставленная Халзе о тайфуне, была неверной, и, несмотря на предупреждающие признаки ухудшения условий, корабли оставались на стоянке до 17 декабря, когда Холси приказал Третьему флоту оказаться в центре тайфуна. 17 декабря тайфун впервые был замечен во время дозаправки топлива Третьим флотом США. Центр прогнозов ВВС США на Сайпане отправил разведывательный полет и обнаружил, что шторм движется к флоту с оценкой ветра 140 узлов, 260 км в час. По словам адмирала Честера Нимеца, удар тайфуна нанес более сокрушительный удар по Третьему флоту, чем можно было бы ожидать от чего-либо меньшего, чем крупное сражение. Ущерб флоту был серьезным. Некоторые корабли кренились более чем на 70 градусов. 3 эсминца «Спенс», «Хикокс» и «Медокс» имели почти пустые запасы топлива, 10–15% вместимости, поэтому им не хватало стабилизирующего эффекта дополнительного веса, и поэтому они были относительно нестабильными. Кроме того, несколько других эсминцев, в том числе «Хул» и «Монахан», относились к более старому классу фрегат и были переоборудованы более чем на 500 длинных тонн дополнительного оборудования и вооружения, что сделало их тяжелыми и более устойчивыми. Судна «Спенс», «Хал» и «Монаган» либо перевернулись, либо были затоплены после того, как вода затопила их дымовые трубы и вышла из строя их двигатели. Без энергии они не могли контролировать свой курс и были во власти ветра и морей. Судна «Хикокс» и «Медокс» закачивали морскую воду в свои пустые топливные баки, добавляя достаточно устойчивости, чтобы выдержать шторм с относительно небольшими повреждениями. Многие другие корабли ТФ-38 получили повреждения различной степени, особенно радиолокационное и радиооборудование, что нарушило связь внутри флота. Несколько авианосцев пострадали от пожара в ангарах, а 146 самолетов были разбиты или унесены за борт. 9 кораблей, в том числе 1 легкий крейсер, 3 легких авианосца и 2 эскортных авианосца, получили достаточно повреждений, чтобы их отправить в ремонт. Авианосец «Монтерей» чуть не сгорел его собственными самолетами, когда они врезались в переборки и взорвались во время сильных перекатов. Одним из тех, кто боролся с пожарами на борту «Монтерея», был тогда лейтенант Джеральд Форд, впоследствии будущий президент Соединенных Штатов. Позже Форд вспоминал, что чуть не упал за борт,
когда крен под углом 20 градусов и более заставил самолеты, находящиеся под палубой, врезаться друг в друга, что привело к возгоранию. Джеральд Форд, служивший начальником штаба палубы, получил приказ спуститься вниз, чтобы оценить бушующий огонь. Он сделал это безопасно и доложил о своих выводах командиру корабля капитану Стюарту Ингерсолу. Экипажу удалось сдержать пожар, и корабль снова двинулся в путь. Военный корабль США Лэнгли ЭКВ-27 сильно катился во время тайфуна Кобра 18 декабря 1944 года. Корпус USS Hull с 70% топлива на борту перевернулся и затонул. 202 человека утонули, 62 выживших. Судно USS Monaghan перевернулся и затонул. 256 человек утонули, 6 выживших. USS Spence, руль направления сильно заклинило правый борт, перевернулся и затонул. 317 человек утонули, 23 выживших. После того, как шланги разорвались при попытке заправиться из Нью-Джерси, потому что они также не повиновались приказу адмирала Хелси о спуске балласта. Топливные баки должны быть дебалластированы, опорожнены от морской воды, чтобы принять необходимое топливо. У корабля не хватило топлива, чтобы выдержать шторм. Это была общая проблема всех суден. Военный корабль США Коупенс. Дверь ангара открылась, за бортом пропали радар, 20-мм пушечный спонсон, вельбот, кран Керри и 8 самолетов. Один моряк, офицер корабельной авиации Роберт Прайс, погиб. Военный корабль США Монтерей. Пожар на ангарной палубе, 3 человека стали жертвами и вызвал эвакуацию котельных, требующих ремонта, на верфи Бремертон Нейви. Военный корабль США Сан-Хасинто. Самолеты ангарной палубы вырвались из строя и разрушили воздухозаборники, вентиляционные каналы и оросительную систему. Флот был рассеян штормом. Один корабль, эсминец сопровождения «Табер», столкнулся и спас выжившего из корпуса, отчаянно сражаясь с тайфуном. Это был первый выживший из перевернувшихся эсминцев, который удалось подобрать. Вскоре после этого было подобрано гораздо больше выживших, группами или по отдельности. Судно «Табер С. Шкипер», капитан, лейтенант Генри Ли Пляж. Несмотря на его собственное тяжелом состояние судна, начинают буксировал поиск искать больше оставшихся в живых. Судно «Табер С» в конечном итоге спас 55 выживших в ходе 51-часового поиска, несмотря на неоднократные приказы адмирала Хелси вернуть все корабли в порт Улити. Он подобрал 41 человек из судна Хала и 14 из Спенса, прежде чем, наконец, вернуться в Улити после того, как ее сразу же освободили от поисков 2 эскорта эсминца. После перегруппировки флота без судна Таберера, корабли и авиация провели поисково-спасательные операции. Эсминец Браун спас от Монагана единственных выживших, всего 6 человек. Кроме того, он спасал 13 моряков из Хала. 18 других выживших из Хала и Спенса были спасены в течение 3 дней после тайфуна Кобра другими кораблями 3-го флота. Эсминец USS The Sullivans вышел из шторма неповрежденным и начал искать выживших, прежде чем вернуться в Улити в канун Рождества. В целом 93 человека были спасены из более чем 800 человек, предположительно пропавших без вести на 3 кораблях, и 2 других, которые были сметены за борт авианосцем сопровождения Анца. Несмотря на неповиновение приказу флота, Плаж был награжден адмиралом Хелси орденом заслуг, а команда судна Таберера была награждена лентами благодарности ВМФ «Первая награда». Расследование. Выполняя операции по дозаправке у Филиппин, 3-й флот остался на месте, вместо того, чтобы разойтись и укрыться от шторма.
Это привело к серьезным потерям людей, кораблей и самолетов. Суд по расследованию был проведен на борту USS «Каскад» на военно-морской базе в Улите, в Каролинских островах, с адмиралом Нимец при исполнении служебных обязанностей в суде. 43-летний капитан Герберт И. Гейтс был судьей-защитником суда. Суд установил, что хотя Хелси допустил ошибку суждения, направляя Третий флот в самое сердце тайфуна, он не дал однозначной рекомендации по санкциям. В январе 1945 года Хелси передал командование Третьим флотом адмиралу Реймонду Спруэнсу.